Всем привет, это канал Queen Surprise. Сегодня у нас обзор новогодних киндер-сюрпризов 2026. Откроем с вами 12 яиц и заценим игрушки. Будет интересно, так что скорее подписывайся, ставь лайк и поехали. Обложки у сюрпризов не сильно изменились с прошлых годов. Пропал пингвиненок, появился олененок. И если сравнить Дедов Морозов, например, вот, называется «Найди 3 отличия». Ну, согласитесь, очень сильно похоже. 24-й, да, это 25-й, 26-й. Давайте начнем с этого и начнем. Что-то тут он сыпется весь. О, какая коллекция. Бумажечки здесь можно использовать как записки к подаркам. Всего 12 игрушек. Они похожи, очень, как по мне, похожи и на предыдущей коллекции. Будут, конечно, небольшие различия. Вот нам сова вот эта попалась. Между собой они соединяются и светятся. Как бусы. Совушка летит и несет кому-то подарок. Я так понимаю, они все помощники Деда Мороза, ну или Санта-Клауса, кому как нравится. И вот эта вот штучка будет светиться в темноте. Честно, мы уже открывали новогодние этого года в миксе. Кто не видел, посмотрите. Микс по киндерам был у нас. И я даже не стала вставлять, потому что выглядит... Ну, то есть это надо прям настолько всматриваться, чтобы понять, что там что-то светится. Ну, либо очень-очень долго заряжать. Что у нас тут? Олененок. Лыжник. Этот олененок без подарков. Либо просто катается, либо едет только за подарком, чтобы его куда-нибудь потом везти. Шарфик желтый в цвет лыж модный. Но стиль такой. Ну вот новенькая обложка с олененком. Главный Дедушка Мороз нам попался. Забавный Дед Мороз. Правда, очень сложно вот эта вот штучка вставляется. Все пальцы себе поддавила. И еще, знаете, забавно то, что у него, видите, башмаки. То есть у него ноги в санях вмонтированы. И если его снять, то он будет с ампутированными конечностями. Это, собственно, они тут не особо-то и достают до ног. И что-то как-то странно он ухватился. И думает, остановите кто-нибудь эти сани. Куда мчусь, не знаю. Без подарков. Без мешка, без подарков, без оленя. А может, его вот как раз-таки олень везет. На лыжах. Девчушка-эльф на сноуборде. Довольная, катается, беззаботная. Дед Мороз не хочет помогать. Прохлаждается пока. Такая у нее тут
крепление. Шоколадка, ладно, пускай там лежит. Сова, первая повторка. Ну, началось. Кстати, яйца не взвешивала, не выбирала, просто палеткой взяла. Дождалась скидок, наконец-то. Потому что были космос, просто на них цены по 170 рублей. И это типа со скидкой. В общем, я купила по 109 рублей за яйцо. Тут уже мальчонка-эльф куда-то катится. Я поняла, они все едут бедного Деда Мороза спасать. Потому что он явно из последних сил держится за эти, блин, которые будут бусами в итоге. И еще у него с ногами проблемы. Других объяснений у меня нет. Надо будет потом эти бусы соединить. Как это будет выглядеть. Мне кажется, не очень, потому что они, ну, как-то несуразно смотрятся. И ненадежно крепятся к этим крючкам. Где у них там, у кого шляпа с крючком, у кого шарфик. Так, новый. Тоже думала. О, какой олень на сноуборде. Не знаю, как те спасают. Это точно. Какой Дед Мороз, у меня тут свой движ. Это красный шарфик. Не в цвет сноуборда. Не очень модный. Дедушка Мороз. Новый. О, наклейка. Ну, тут все видать. Тут Дедушка Мороз на снегоходе. И тоже не особо уверенно он держится на этом снегоходе, судя по его выражению лица. У меня вообще ощущение, что им внедряют новый вид транспорта. Этого просто на сани посадили. Из горы, видать, толкнули, добираясь как хошь, без оленей. И этого на снегоход посадили, включили его, завели, и тот мчится тоже в непонятном направлении. Остановите. Я так больше не могу, верните мне оленей. А олени, вот, вы сами понимаете, чем занимаются. У них все круто. У нас уже больше половины коллекции собрано. Повторка. Жаль. Снеговичка хочу, конечно же, как обычно. Тоже повторка же, да? Да. Хочу Мишку и Снеговичка. Да блин. Одни олени. А Дед Мороз без оленей. И последнее на сегодня. Ну что такое, Дед Мороз? Мне пришлось очень попотеть, чтобы всех их собрать, потому что кто-нибудь из них постоянно падает. Вот этих вот оленей я очень держу, чтобы они не вывалились. Ну вот так вот выглядит. В целом коллекция неплохая, надо будет дособирать. Как тебе? Будешь ее собирать? Или, может быть, уже собрал? Напиши свое мнение в комментариях. Но если тебе понравилось это видео, поддержи лайком и подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые ролики. Всем до новых встреч и отличного настроения. Пока-пока!